свежежаренная хрустящая хамса. Ну что, смотри, какая огромная, красивая жареная порция хамсы и картошки фри. Наконец-таки я дошла до ресторана Камалон, чтобы попробовать эту вкусную жареную рыбу. Она уже чищена, и ты ее можешь... Пахнет обалденно. И ты ее можешь вот так вот есть целиком. А еще смотри, какой красивый салат подают. Он выглядит как настоящий летний букет и очень подходит к моему браслету. Томатный соус с живым чесночком, пряными специями и со жгучим перцем зеленым. Это очень вкусно. Ой, у меня там пала рыбка. Я прям руками залезу. Прям как я люблю, несмотря на то, что я в ресторане. Еще к рыбе подают лимон. Нужно вот так вот сбрызнуть прямо на рыбу. Пусть она постоит. Рыба останется хрустящей, но при этом у нее будет такой вкус, как будто ты отдыхаешь на Средиземноморье. Наконец-таки у меня получилось выговорить это слово. С лимоном можно прям без соуса. О, вот это было очень смело. Лимон, потому что очень кислый. Он очень ядреный и очень кислый. Но это вкусно. И немножко томатного соуса. И прям волшебно получается. У меня здесь стоит еще вторая камера, которая писала звук. Вот я сейчас на нее смотрю. Я на протяжении видео еще раз туда буду смотреть. Но, к сожалению, во время монтажа у меня каким-то образом эта запись исчезла. О, картошка фри. Я, кстати, очень давно не ела картошку фри. Это очень вкусно, особенно когда не ты сам ее готовишь. И пора разбирать салат. Я попросила лук, все как я люблю, хрустящий, свежий, зеленый. И рыбку в томатном соусе. Знаешь, очень необычно снимать в ресторане, потому что все вокруг на тебя смотрят. Я первый раз, один из первых, у меня раньше там было пару видосов, где я снимала на людях, как я ем. Но это уже было очень давно, и ты знаешь, что у меня был перерыв в съемках. Мне было не просто вернуться к своему формату старому. Я решила, что я буду записывать видео в ресторанах, в кафе, в шашлычных, самсушных. Буду показывать тебе все, что я ем. Все такие красивые кривые рыбки. Если ты хочешь узнать все места, может быть, сам туда сходить, сама сходить, то подпишись у меня на телеграм-канал, он будет в первом закрепленном комментарии. Я туда для себя буду собирать адреса, потому что я забываю, иногда путаю, а потом не могу вспомнить, где я была. Я знаю, что есть вкусные места, но мне приходится переспрашивать людей, которые мне советовали. В общем, я решила все собрать в одном месте. Может быть, тебе это будет тоже интересно. Пока я тут очень вкусно ем, я тебе расскажу. Смотри, я нашла цветочек. Я его обмакнула в соус. Я не знала, что это такое. А это... Сейчас я почувствую, что это такое. А это чеснок. Молодой чеснок. А ты же знаешь, как он кусается, когда молодой? В общем, я решила, что хочу попробовать снять мукбанг в ресторане. Я пришла, договорилась с администрацией. Мне разрешили занять столик. Там выделили место, чтобы я поставила камеру. Я стала это все устанавливать. И посетители, которые там были, начали меня смотреть. Это очень волнительно. И
Я чувствовала, что я краснею, у меня трясутся руки, и я не знала, как я смогу в такой обстановке для себя волнительно есть. Но потом я решила, что я представлю, что я прямо сейчас вместе с тобой ем в прямом эфире. И мне стало гораздо проще. Ну, люди же бывают разговаривать по телефону. У них один наушник, который, допустим, не видно, а со стороны смотрится, как будто человек сам на сам разговаривает. Но все привыкли к тому, что есть наушники, есть телефон, и уже на это не обращать внимания. Поэтому я решила, что я буду смотреть в камеру, как будто у нас сейчас с тобой онлайн-звонок и вот такой вот онлайн-обед, ужин. И мне от этого стало веселее и смелее. Так что спасибо за поддержку. Кстати, перед тем, как поехать, я написала у себя на YouTube-канале пост, в котором попросила поддержать за меня кулачки, что у меня все получится, что я еду снимать видео. Мне написали очень много теплых слов поддержки. Там были слова, что, возможно, это дело привычки, раз 10 я сделаю такие видео, и мне потом уже будет гораздо проще. На самом деле, да, я с этим согласна. Когда делаешь это постоянно, то это становится чем-то более простым, привыкаешь к такому вниманию. В общем, я постараюсь показать тебе все свои любимые места, потому что в Ташкенте очень любят вкусно поесть. Здесь очень много разных мест, от самых простых до каких-то шикарных ресторанов. Везде, где я смогу побывать, я постараюсь тебе их показать тоже. Сами места я буду выбирать по вкусу. Не потому, что он красивый, новый, еще что-то, а потому что там вкусная еда для того, чтобы если ты захочешь туда сходить, я надеюсь, что тебе тоже понравится. Иногда бывает, конечно, что меняется команда поваров, и я всегда, когда даю рекомендации своим друзьям, куда сходить, потом очень волнуюсь, думаю, а вдруг там сменился повар, и то, что я рассказывала, их уже не так вкусно готовят. Но, слава богу, мне везет, и все очень вкусно. Сейчас я просто ем. Вот я решила добавить еще лимона к рыбе, потому что тот лимон, которым я сбрызгивала в самом начале, он как раз впитался в рыбу. Рыба набрала этот лимонный пряный оттенок, и это стало так вкусно, и мне захотелось еще и побольше. Рыбка, кстати, хамса, она сама по себе достаточно маленькая, но вот смотри, видишь, она по размеру практически как мойва. Такая мясистая, толстая. И, конечно, картошка фри. Я всегда, когда монтирую, собираю видео, даже если я поела, весь монтаж у меня заканчивается одинаково. Я сразу бегу к холодильнику еще кушать. У меня разыгрывается аппетит, и я вот сейчас смотрю, мне снова хочется такую же большую порцию жареной хамсы. Да, кстати, это, наверное, 6-й раз, как я пробую записать озвучку к видео, и должна вам сказать, что это оказалось не так просто, как я думала. Просто за кадром 15 минут что-то рассказывать, чтобы это еще совпадало с картинкой.
В общем, закадровая озвучка это свой новый мир для меня. В следующий раз я постараюсь быть более бережной к записям со звуком, чтобы оставить тот звук, который был на время съемок. Я думаю, что это я просто очень волновалась, поэтому я перепутала папки, когда перекидывала записи на компьютер, и потом увидела, что у меня одна куда-то исчезла. Вот. Расскажи мне, каково тебе было слушать все, что я тебе рассказываю, потому что не знаю, почему у меня нет разговорных видео, потому что я люблю есть в тишине, чтобы разговоры меня отвлекать от вкусов себя, от наслаждения. А иногда бывает, я что-то хочу рассказать, но я начинаю есть, и это настолько вкусно, что я все сразу забываю и просто жую, кайфую, получаю удовольствие. И я понимаю, что, оказывается, уже прошло целых 5 минут видео, а я тебе ничего не рассказала, да я даже и забыла, что собиралась рассказать. Ну, в общем, как-нибудь попробую найти такую грань, чтобы что-то рассказать и себя не обделить удовольствием во время еды. Вот. Что-то я отвлеклась от еды. Хочу сказать, что для меня есть в ресторане это особое удовольствие. Ты приходишь в красивое место, тебе красиво сервируют стол, уютный стильный интерьер вокруг. Шеф-повар готовит тебе блюда, и тебе остается только наслаждаться. В этом ресторане очень просторный зал, и несмотря на то, что народу очень много, соседние столики совершенно не мешают. У каждого своя атмосфера. А еще тут очень прохладно, а на улице сейчас очень жарко, и это очень ценно. И мягкие диваны и кресла, наверное, специально, чтобы ты вкусно поел и мягко посидел, вдохнул, расслабился. Еда дома – это другое удовольствие. Там ты можешь приготовить и смешать себе вкусы, как тебе нравится. Собрать стол или начать есть прямо на кухне у плиты, потому что невозможно не удержаться и очень вкусно. Или забраться на диван и включить любимый сериал. А еще дома можно облизывать пальцы. В ресторане тоже можно, но для этого нужно больше смелости. Ведь когда ты ешь руками, самое вкусное остается на пальцах. И мне так жалко вытирать об салфетку. Еда в любом ее виде для меня при наслаждении. Каждый раз мне хочется его разного. Иногда хочется нарядиться, прийти в ресторан и люблю что-то необычное. Иногда хочется заточить что-то дома. В любом случае, я люблю баловать себя. А еще я хочу показать тебе город, который я люблю. Показать тебе места, чтобы когда ты сюда приедешь как турист, он был тебе уже знакомым и родным. Очень надеюсь, что своей едой Казахстан покорит твое сердце навсегда и останется теплым, вкусным воспоминанием, которое хочется вернуться еще много-много раз. Я очень рада, что осмелилась выйти из дома с камерой и прийти в ресторан. Совместила два удовольствия сразу. Вкус еды и общение с тобой. Я тебя люблю. Приходи ко мне еще. Пока-пока.